24 августа 1981 года. Обычный летний день в Амурской области. А в это время на высоте 5 километров военный ракетоносец Ту-16 летит на перерез пассажирскому Ан-24. Что произойдет после и почему этот случай долгие годы будет засекречен? Мы проведем реконструкцию событий и по секундам выстроим хронологию, предшествующую этому происшествию. Архара, 8 часов утра. На дежурство в Центральное управление воздушным движением заступает новая смена авиадиспетчеров. При этом уже в начале смены им передают информацию, что участок местной воздушной линии Чекдамын-Бурея в зоне ответственности Благовещенского управления воздушным движением на высотах 4200 и 4500 метров будут периодически пересекать военные самолеты. Планы их полетов ранее были согласованы в зональном центре Хабаровска, и после чего подтверждение заявки было отправлено в гражданский и военный секторы диспетчерского центра в Благовещенске. В 10 часов утра в аэропорту Хурба, расположенном в Комсомольске-на-Амуре, пассажиры ожидают рейс 811 из Южно-Сахалинска для дальнейшего следования в Благовещенск. Но борт задерживается по метеоусловиям, так как бушует циклон и Ан-24 не может вылететь из Хомутова. Через 3 часа самолет приземляется в Комсомольске-на-Амуре, и пассажирам объявляют о начале посадки. Но из-за долгой задержки многие сдают билеты, поэтому на борт поднимаются 32 человека, 27 пассажиров и 5 членов экипажа. Также среди пассажиров рейса свои места занимают молодожены Лариса и Владимир Савицкий, возвращавшиеся из свадебного путешествия. С самолетом Ан-24 пилотирует командир воздушного судна Александр Миргородский, второй пилот Валерий Шевелев, штурман Феодосий Крыжановский и бортмеханик Николай Дмитриев, а в салоне самолета работает бортпроводница Галина Борисова. В 14 часов 56 минут по местному времени, после 4-часовой задержки, Ан-24 наконец вылетает из аэропорта Хурба и берет курс на Благовещенск. Самолет следует по местной воздушной линии на высоте 5400 метров. Погода ясная, видимость более 10 километров, ничего не предвещает беды. Тем временем с военного аэродрома Завитинск в 15 часов вылетают 2 самолета-ракетоносца Ту-16К ВВС Советского Союза, ведущий с позывным 07034 и ведомый 07514, которым по плану предстоит маршрутный полет с разведкой погоды. При этом в пункте Бахирево им необходимо выполнить набор высоты с 4200 и 4500 метров до высоты 7800 и 8100 метров с пересечением местных воздушных линий, порядок пролета которых экипажам обоих Ту-16 не был доведен из-за отсутствия должной координации между военными и гражданскими диспетчерами. Еще никто не подозревает о надвигающейся опасности. Время 15:07. Экипаж Ан-24 связывается с диспетчером. Архара, это рейс 811. Пересекли трассу Хабаровск-Москва. Эшелон 5400. Идем по плану. Рейс 811, вас понял. Удаление 162 километра, азимут 37 градусов. Продолжайте движение, доложите через 10 минут. Экипаж Ан-24 следует штатно. Но в это время Ту-16 начинает набор высоты с 4200 до 7800 метров, пересекая гражданскую трассу Чекдамын-Бурея. Диспетчер военного сектора не сообщает гражданским коллегам точное время вылета ракетоносца. Это становится фатальной ошибкой. В 15 часов 15 минут экипаж Ту-16 выходит на связь с военным диспетчером Завитинска. Завитинск, 07514, высота 4500, идем на Бахирево, запрашиваем набор до 7800. 07514, набор разрешаю, доложите на 5100. Однако Ту-16 ведомый не успевает вовремя доложить точную высоту. На радарах нет четкой картины, а радиолокационные средства в Завитинске не используются в полной мере.
В 15 часов 18 минут оба Ту-16 проходят пункт Бахирева на высоте 4200 и 4500 метров, продолжая подъем. Ан-24 находится в 70 километрах восточнее Завитинска на высоте 5220 метров. Ту-16 ведомый тоже достигает этой высоты. Расстояние между самолетами сокращается с каждой секундой, но ни один из экипажей не подозревает о присутствии другого. В 15 часов 21 минуту по местному времени, на высоте 5220 метров, выйдя из облаков, ведомый Ту-16 таранит Ан-24. Удар разрушает оба самолета в воздухе. Обломки Ан-24 разлетаются на юго-запад, Ту-16 на юго-восток. Ан-24 теряет крылья и крышу, фюзеляж распадается на части. Ту-16 взрывается при ударе о землю. В катастрофе погибают 37 человек. Обломки обоих самолетов рухнули в тайгу, в болотистую местность в 10 километрах от Завитинска. Ан-24 упал в юго-западном направлении, а Ту-16 в юго-восточном, оставив за собой шлейф из металла, топлива и человеческих судеб. Для большинства на борту смерть наступила мгновенно. Экипаж Ан-24, находившийся в кабине, не успел даже осознать, что произошло. Пассажиры, оказавшиеся в зоне удара, погибли от взрывной декомпрессии и разрушений. На Ту-16 4 военных летчиков также не имели шансов. Спасательная операция началась не сразу. О катастрофе стало известно лишь через несколько часов, когда Ан-24 не вышел на связь с Благовещенском, а военные заметили пропажу Ту-16. Утром 25 августа вертолеты и наземные группы направились в район падения. Тайга встретила их густыми зарослями, болотами и обломками, разбросанными на площади в несколько километров. Изначально считалось, что в катастрофе погибли все 38 человек на обоих самолетах, 32 на Ан-24 и 6 на Ту-16. Но на третий день неожиданно была найдена единственная выжившая пассажирка Ан-24, 20-летняя Лариса Савицкая, студентка педагогического института Благовещенска, возвращавшаяся с мужем Владимиром после медового месяца. Она сидела в хвостовой части самолета и выжила после падения с высоты 5220 метров. Все остальные 37 человек погибли. Часть фюзеляжа Ан-24, где сидела Лариса Савицкая, отделилась от основного корпуса и начала планировать вниз. Этот кусок длиной около 4 метров с несколькими креслами смягчил падение, зацепившись за ветви деревьев. Лариса, привязанная ремнем безопасности, осталась в сознании, но была тяжело ранена. Ее муж Владимир, сидевший рядом, погиб на месте. Как и многие трагедии в Советском Союзе, катастрофа над Завитинском была засекречена. Власти немедленно наложили запрет на распространение информации. Родственникам погибших сообщили о несчастном случае, заставив подписать документы о неразглашении. В официальных средствах массовой информации не появилось ни слова о столкновении. Лишь в 1985 году газета «Советский спорт» опубликовала заметку о девушке, якобы упавшей с высоты на самодельном аппарате в 1979 году. Это была искаженная версия истории Ларисы Савицкой. Полные данные о катастрофе стали известны только после распада Советского Союза, когда архивы начали рассекречивать. Сразу после трагедии началось расследование, которое выявило ужасающую цепочку ошибок. Во-первых, руководитель полетов на аэродроме Завитинск не использовал радиолокаторы, полагаясь на визуальный контроль и расчеты экипажей. Во-вторых, гражданские и военные диспетчеры не обменивались данными о маршрутах. Ан-24 летел по утвержденной трассе, но военные не сообщали о взлете Ту-16 в этом районе. В-третьих, экипажи обоих самолетов не получали предупреждений о возможном сближении. В ясную погоду пилоты могли бы заметить друг друга, но скорость Ту-16 и угол встречи сделали это невозможным. В итоге комиссия заключила: причина катастрофы – неудовлетворительная организация полетов и отсутствие координации между военными и гражданскими службами. Виновников трагедии наказали, но их имена остались засекреченными. Лариса Савицкая пережила не только физические травмы, но и глубокую эмоциональную рану, потеряв мужа, с которым она строила планы на жизнь.
Она осталась одна. После выписки из больницы ей выплатили компенсацию всего 75 рублей. В 1985 году она родила сына Георгия и постепенно вернулась к жизни. Ее стойкость вдохновила многих. Сегодня в тайге Амурской области нет официального мемориала жертвам катастрофы. Обломки давно убрали, но местные жители до сих пор находят мелкие фрагменты самолетов. Для семей 37 погибших это трагедия, незаживающая рана. Они так и не получили извинений или полной ясности о том, кто допустил роковую ошибку. История столкновения Ан-24 и Ту-16 – это рассказ о том, как случайности и ошибки могут оборвать десятки жизней в одно мгновение. Это история о том, как одна женщина победила смерть, упав с высоты, где не выживают. Но это и напоминание о цене, которую платят невинные, когда системы дают сбой. 24 августа 1981 года небо над Завитинском стало свидетелем трагедии, которую долго пытались забыть. Но память о ней жива в рассказах Ларисы Савицкой, в сердцах близких погибших и в уроках, которые мы должны извлечь из прошлого. А что думаете вы, друзья? Обязательно поделитесь своими мыслями в комментариях. До новых встреч!